Финансирование обучения в Германии. Какие варианты возможны? Стоимость жизни постоянно растет. К счастью, студентам оказывается поддержка, но одного источника средств часто бывает недостаточно. Какие возможности существуют и как их можно комбинировать? Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Учеба в ВУЗе для многих означает наконец-то вырваться из дома, новый город, новая квартира, но это и собственные расходы. Родители не всегда могут или хотят их нести. К счастью, существует и государственная поддержка. Вот как она выглядит и куда еще можно обратиться студентам. БАфик. Многие из вас слышали, что БАфик, федеральный закон о помощи в обучении, предусматривает предоставление студенческого кредита от государства на очень выгодных условиях. Однако не все студенты имеют на него право. Ставка БАфик зависит от дохода родителей или супруга. Для студентов старшего возраста существует также БАфик, не зависящий от родителей, говорит Сильвия Шенке из Бранденбургского консультационного центра для потребителей. Собственное имущество, например, наследство, также может повлиять на то, получит ли студент БАфик и в каком размере. В настоящее время студенты могут получать до 934 евро в месяц. После окончания учебы они должны выплатить только половину кредита или максимум 10 тысяч евро. Однако есть одна проблема. Этих денег часто не хватает. Ставка БАфик в настоящее время установлена слишком низкой для рынка свободного жилья, особенно в городских центрах, поэтому расходы на общую комнату часто съедают бюджет на остальные расходы на проживание, говорит Катрин Штефан, социальный консультант Studentenweg Potsdam. Поэтому студентам обычно требуется несколько источников финансирования учебы, например, работа на неполный рабочий день. В некоторых случаях это также разрешено без вычетов из БАфик. Жилищное пособие – это государственная субсидия на аренду жилья для людей с низкими доходами. Важно, жилищное пособие не может быть объединено с БАфик. Для получения Wohngeld в качестве студента необходимо иметь уведомление об отказе в БАфик. В большинстве случаев мы рекомендуем подавать заявление на получение БАфик и жилищного пособия одновременно, что позволяет сэкономить время. Советуют Катрин Штефан из Studentenweg Potsdam. Жилищное пособие нужно не возвращать. Его размер рассчитывается отделом жилищных пособий на основании имеющегося дохода, размера арендной платы и количеством членов семьи. Ориентир для домохозяйства из одного человека с доходом 800 евро в месяц в Берлине. Калькулятор жилищного пособия Stiftung Warentest рассчитывает размер жилищного пособия в 416 евро. Помимо Studentenweg существуют отдельные консультационные центры по жилищным пособиям, куда можно обратиться за подробной информацией. Стипендии. В основном следует различать полные и частичные стипендии. В Германии существует 13 крупных филиалов, предоставляющих полные стипендии, в том числе помимо церковных фондов, в частности фонды политических партий и Национальный академический фонд Германии. Кроме того, существует множество небольших фондов, препятствующих частичные стипендии, например, в виде пособий на покупку книг или других грантов. Наиболее известными из них является фонд Deutschland Stipendium. Для всех стипендий особенно важна социальная активность. Если в свободное время вы занимаетесь волонтерской деятельностью, то у вас есть все шансы убедить фонд в своих достоинствах. Также, если у вас нет аттестата зрелости. Чтобы узнать, какие фонды или какие источники могут вам подойти, можно создать личный поисковой профиль на сайте, который вы сейчас видите на своем экране. Если вы хотите подать заявку на получение стипендии, то по возможности сделайте это в начале обучения и хорошо ознакомьтесь с условиями, о чем знает Катрин Штефан. Вам следует ознакомиться с различными процедурами подачи заявок и сроками предоставления полных стипендий. Для большинства из них подача заявки возможна только в первых 2 семестрах. Кроме того, нельзя по своему усмотрению комбинировать различные стипендии с другими видами финансирования, например, БАфик. Однако, в отличие от БАфик, где как минимум половина финансирования предоставляется в виде подарка, стипендии не нужно впоследствии возвращать, что является их преимуществом. Если вы хотите узнать больше о стипендиях или вам нужна помощь в оформлении заявки, вы можете получить консультацию на этом сайте, который вы сейчас видите на своем экране. Многие молодые люди до сих пор думают, что для получения стипендии их должен сначала, так сказать, раскрыть учитель, говорит Штефан. Однако на самом деле выпускники или студенты средних школ должны обратиться к учителям или преподавателям и спросить у них соответствующие рекомендательные письма. Не стоит этого стесняться. Работа не полный день. Помимо классических вариантов, таких как работа официантом, репетитором или тьютором, многие компании также предлагают работу для студентов. Часто это отличный способ получить опыт работы и завязать контакты. Но будьте осторожны, студентам обычно разрешается работать не более 20 часов в неделю.
неделю. Если их месячный заработок превышает 520 евро в месяц, это приводит к снижению ставки BAföG, отмечает Катрин Штефен. Студенческие кредиты предоставляются различными банками. По студенческому кредиту можно получать до 650 евро в месяц. Эти деньги совместимы с BAföG и выплачиваются независимо от вашего собственного имущества или имущества ваших родителей. Недостаток: процентные ставки в настоящее время высоки. С 1 октября 2023 года годовая процентная ставка по кредиту составляет 9,1%. Глава немецкого студенческого союза Матиас Анбуль недавно предостерег от использования этого кредита. В настоящее время мы можем лишь посоветовать студентам быть крайне осторожными со студенческим кредитом. В этом случае возникает долговая ловушка. Процентная ставка по этому кредиту в 2 раза выше, чем по кредиту на недвижимость. Это настоящий социально-политический скандал. К студенческим кредитам можно прибегать только в крайнем случае, когда все остальные возможности исчерпаны, предупреждает также Сильвия Шенке, консультант по финансовым и страховым вопросам Бранденбургского центра потребительских консультаций. Если вы хотите получать точную консультацию по вопросу финансирования студентов, лучше всего начать получать информацию заранее. В этом вам помогут Studentenwerk, а также центры по защите прав потребителей. Ну вот и все, вот такая была сегодня новость. Я надеюсь, для кого-то она оказалась полезной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику и всем пока!